Приветствую вас, друзья, на канале Разводня как хобби. Сегодня видео будет о том, как я клею аквариум очередной. Вот здесь у нас на вот этой полочке нету вот здесь среднего аквариума. Здесь будет стоять кубик на 100 литров размером 51 на 48 и высота 40 сантиметров. Там примерно 100 литров будет. Я вам покажу, как я это делаю. Все поэтапно. Как я вам и говорил в предыдущем видео, когда была съемка о том, как я клею аквариумы, ссылочка будет в описании. У меня есть стекольщик профессиональный. Я ему заказал стеклышки по размерам. Он мне все порезал. И сейчас мы будем с вами их обрабатывать. Будем обрабатывать все кромки. И после этого будем составлять каркас и будем его клеить. Я все это вам покажу. Итак, мы будем работать со стеклом, поэтому нужны меры безопасности. Обязательно одеваем рукавички. Для того, чтобы обрабатывать стекло, у меня вот есть такое приспособление. Обычный кусочек деревяшки и обделанный степлером закреплено. Обделанный он такой наждачкой, нулевочкой. И вот этим вот инструментом мы будем обрабатывать кромки стекла. Значит, смотрите, вот стекло у нас вот такое. И что мы обрабатываем? Мы обрабатываем все вот эти вот поверхности. Именно вот эти вот боковые. Вот эту, которая здесь, эту мы не трогаем, вот эту поверхность гладкую. Потому что в некоторых местах к ней будет прилипать силикон. И здесь сильно вот так вот не наклоняем вот эту вот приспособу, чтобы как можно меньше затиралась вот эта поверхность стекла, вот это и вот это, потому что мы еще не знаем, к какой стороне у нас будет прилипать силикон. Ну, чтобы как можно меньше его тереть, шершавить, мы делаем вот таким образом, ставим его под 45 градусов, эту приспособу, и вот таким вот движением разов 5, 7, 10, вот так вот делаем. Так же самое делаем с этой стороны. Достаточно. Обязательно уголочки вот так вот немножко затираем вот таким вот образом, чтобы они были не сильно острые. Тогда легче будет работать с аквариумом, и мы никогда не порежемся. Вот таким образом обрабатываются все поверхности стекла. Все вот эти вот уголочки. Все тщательно наждачком проходим по этому делу. Ну вот, обработали мы стекла. Они у нас теперь гладенькие, здесь порезаться мы не можем. Продолжаем дальше работать. Вот здесь у нас в этом месте, на этом стекле будет отверстие для слива воды. Ну, то есть так, как вот там мы вон делали, так само и здесь. Сейчас мы будем сверлить это отверстие в стекле. Итак, у нас есть вот наше лобовое стекло. Мы сейчас будем здесь сверлить отверстие. Значит, для сверления отверстия применяю я вот такого типа коронки 26-28 диаметр. Вот. Они очень хорошо себя зарекомендовали. Сегодня будем сверлить коронкой на 28 миллиметров, для того, чтобы потом можно было вот эти вот фитинги вставить, закрутить, припаять сюда трубу, чтобы было сливное отверстие. Значит, что хотелось бы сказать. Вот здесь вот отверстие, которое мы будем сверлить, оно будет диаметром 28 миллиметров. Значит, на каком расстоянии его надо сверлить от края, для того, чтобы случайно не лопнуло стекло. Ну, рекомендуют сверлить на расстоянии не менее чем 1 диаметр. То есть, если 28 миллиметров диаметр, значит, надо от края отступить минимум 28. Можно больше, но не меньше. И сейчас я вот себе наметил место, где будет середина отверстия. Сейчас я переверну сюда, чтобы вам было лучше видно, как мы будем сверлить. И начнем это делать. Кроме того, для того, чтобы хорошо и правильно просверлить отверстие, необходим вот такое лекало. Вот из оргстекла сделано. То есть оно подходит как раз сюда, в эту вот коронку. Для того, чтобы, когда мы начнем сверлить, чтобы коронка не смещалась по стеклу и его не царапало. Ну вот, мы стекло перевернули. Устанавливаем наше лекало. Обязательно место, где будет проходить сверление, необходимо
смачивать водой, для того, чтобы стекло не треснуло от нагрева. Берем такую мочалочку обычную. Ну, можно это лекало посадить на двусторонний скотч, и тогда будет еще более проще. Ну, я уже не первый раз это делаю, поэтому я просто его крепко держу рукой. Ну, начинаем. И немножко смачиваем водичкой. Постоянно, чтобы там была вода. Там уже оно наживилось. И потихонечку сверлим, не спеша. Главное не спешить и сильно не давить. Вот у нас стекло уже немножко просверлено, и можно это лекало убрать. И продолжать уже сверлить без него. Ну, чтобы ваше внимание не заострять, я сейчас просверлю. И потом, перед тем, как переворачивать на другую сторону, вам покажу, что получилось. Ну вот, мы просверлили первую половину стекла. Аккуратно все это убираем, все вот эти, весь отверстие это прочищаем. Для чего мы сверлим с двух сторон? Сверлим только лишь по одной причине, чтобы не было потом скола, чтобы отверстие у нас получилось ровненькое, без заусенцев. Ну вот мы перевернули на другую сторону. Опять так же самое здесь, для того, чтобы хорошо наживить первые несколько оборотов, ставим опять это лекало. И так же само включаем дрель. Капаем тоже сюда немножко водички. И начинаем сверлить. Так дальше продолжаем. Во, уже видно щелочку, уже конец скоро. Уже чуть-чуть осталось, совсем немножко. Здесь уже видно, вот пропилилось, а здесь вот осталось еще немножко, полумесяц небольшой. Все. Есть, отверстие сделано. Вот, видите, все. Сейчас я все протру и вам покажу. Ну вот, смотрите. Отверстие, смотрите, получилось такое четкое. Сейчас я вытру. Видите, нету никаких ни заусенец, ничего. Все красиво. Ну все. Теперь будем устанавливать аквариум на постамент и склеивать его. Что самое основное при склейке аквариума? Ну, первое. Необходима идеально или практически идеально ровная поверхность. Вот я взял дно аквариума. Кроме того всего, все поверхности, к которым будет
примыкать силикон и стекла, необходимо обезжирить. Я обезжириваю вот таким обычным спиртом. Обычный медицинский спирт. В аптеке купил его. Уже несколько лет я это делаю. Все нормально. Ни один аквариум не потек, не лопнул. Ну, без проблем. И идеально ровная поверхность. Потому что потом, ну, практически идеально ровная. Ну, здесь практически 100% она ровная. Ну, миллиметр может быть там отклонение, то не страшно. Там оно на силиконе потом сыграет. И все поверхности, которые будут примыкать одна к другой, обязательно обработать тщательно спиртом. Либо ацетоном. Это касается в основном и большей степени, если делаете вы это все из бэушного стекла. Клеите аквариум. Потому что неизвестно, как оно эксплуатировалось, что там было, к чему прикасалось это стекло и так дальше. То есть обработка всех поверхностей, которые будут одна к другой приставать, то есть силиконом заполняться, должны быть обработаны отлично обезжиривающим составом. Либо спиртом, либо ацетоном. Ну, спирт он менее, скажем так, пахучий. Поэтому я делаю все спиртом. И он более доступный. Ацетон сейчас у нас не купишь нигде. Крепить стекла мы будем вот такими струбцинами. Обычные столярные струбцины 90 градусов. Они очень хорошо помогают при склейке аквариума. Друзья, очень тщательно обезжириваем поверхности. До такого характерного звука. Вот, если слышите, вот аж пищит стекло. То есть видно, что оно чистое. Ну, понятно, что это стекло новое. Оно само собой еще чистое. Но все равно оно стояло в каких-то помещениях. Там, возможно, там влага была, там пыль и так дальше, и так дальше. Нужно все тщательно прочистить. Я прочищаю все стороны, не смотрю там, будет она касаться там с силиконом, не будет. Я все стороны прочищаю. А потом, вот сейчас я вам покажу. Вот я прочистил. Вот это сейчас еще прочищу. Эту сторону. Вот 4-я сторона. Последняя. Все. Прочистил. Теперь просто это стекло. Вот одно лежит уже. И рядышком ложу вот это. Для чего я так ложу? Сейчас я буду брать крестовинку и соединять их между собой. И одна сторона уже будет стоять. Потом после этого буду ставить между стеклом одним и другим крестики. Ну вот первые 2 стекла крестовиной соединены. Крестики внизу поставлены. Стекла все установлены. Крестовины все стоят. Значит, хочу вам сказать еще, что вот здесь вот внизу, для того, чтобы, когда крестики мы вытащим, стекло держалось, здесь скотч на углу стоит. Ну, здесь прозрачный сейчас я поставил, потому что нету под рукой у меня малярного. Лучше, конечно, малярный скотч. Вот, крестики сейчас вынимаем и начинаем проливать. Значит, по поводу силикона. Силикон использую вот такой вот обычный для аквариумов. Вот, все время его использую прозрачный. Почему прозрачный? Потому что очень хорошо видно, если пузырьки в шве. В шве пузырьков не должно быть. Но бывает такой силикон, либо он где-то хранился неправильно, или какая-то другая причина, что попадаются пузырьки. Это не очень хорошо. В черном, например, силиконе этого не видно. Поэтому я всегда использую прозрачный, меня он устраивает, клиентов тоже, без проблем. Что нам еще понадобится для склейки? Ну, силикон я сказал, понадобится еще вот такая вот, любое моющее средство, может быть любое, даже для посуды, немножко разбавить, чтобы была мыльная вода. Для чего она нужна будет? Она нужна будет для того, чтобы потом, когда силикон мы все прольем, надо будет убирать этот силикон, ну, лишний. И если мы попырскаем этой мыльной водой, то он хорошо убирается, не пристает потом нигде вот тут к стеклам, и потом меньше его сошкрябывать после того, как все высохнет. Кроме того, еще используем туалетную бумагу обычную, для того, чтобы когда мы потом будем делать галтельки, снизу
здесь на боках, то есть убирать силикон, необходимо будет его об что-то вытирать, излишки. Поэтому использую туалетную бумагу. Можно влажные салфетки использовать, но это кто уже как на что гораст. Итак, друзья, носик мы немножко обрезали и приплюснули его, для того, чтобы он хорошо заходил, силикон заходил в швы. Итак, начинаем работать. Значит, хочу вам сказать, что время застывания силикона до момента того, как его можно сделать гальтельки и хорошо убрать без проблем, ну, где-то минут 10-12. Поэтому нам нужно успеть за это время сделать весь низ и боковые, ну, и бока прогнать. И потом убрать этот весь силикон. Итак, начинаем. Я буду стараться делать все быстренько, ну, и показывать вам все стороны. Так что вы должны понять, что силикон, я делаю это все в онлайн режиме, то есть быстро. Успеваю только переставлять камеру. Итак, поехали. Все, что лишнее, все потом уберется. Ничего страшного тут нет, что он торчит. Не спеша, для того, чтобы прокачалось оно до самого низа. Все мы успеем, все будет хорошо. Работаю обычным ручным пистолетом. Ну, по крайней мере, он меня устраивает. Можно купить автоматический, но я думаю, что пока нормально и таким. Все у меня получается. Так. Силикона, если больше там остается, ничего страшного. Потом с него хорошая галтелька получится. Делаем все не спеша. Все мы успеем, все получится. Поэтому нужно пробовать и самому клеить аквариумы. Ничего здесь сложного вообще нет. Главное ровненько все выставить. Вот. И без спешки, спокойно все делать. Оно не думайте, что оно так застынет очень быстро. Что не успеете и вытереть там и так дальше. Все будет нормально. Даже если что-то не получится, можно все остановить. Аккуратно его вытереть, по-новому все собрать. Ну что, теперь проливаем боковинки. Оно немножко вылазит, потом все уберется, все лишнее. За это переживать не стоит.
Итак, друзья, начинаем убирать силикон. Вы сейчас поймете, что он еще у нас свеженький. Здесь делаем вот так, прыскаем. Так. Если будет много жидкости, это ничего страшного, хуже не будет. Будет лучше убираться. Итак, берем вот свободную салфеточку и начинаем работать. Вот, смотрите. Видите, как он хорошо убирается? Смотрите. Раз. И в мусорку лишнее. Начинает уже подзастывать, но еще ничего, поддается нормально. Опа. Хорошо. Сначала убираем низ, так как мы и проходили. Потому что он же там уже начинает подсыхать. Оп. Отлично. Бросаем. Какую галтельку вы сделаете, такое оно и будет. Можно сделать ее обычную, а можно сделать полукруглую. Какую сделаете, такая и будет. Итак, продолжаем дальше. Ну вот, внизу мы заканчиваем. Оп. Собралась. Теперь убираем здесь галтельку. Так, все, что там останется, мы его потом подделаем еще. Это ничего страшного. Вот так же само убираем вот здесь. Попырскали и убираем. Видите, силикон еще поддается. Опа. Друзья, взял специально фонарь. Сейчас посмотрим, еще оно все мокрое. Посмотрим, какие швы получились. Смотрите, они, видите, прозрачные. Смотрите. То есть шов полностью прозрачный. Нету ни пузырьков в нем, ничего. Видите? Как вам? О, вот сейчас. Вот внизу, смотрите. Смотрите. То есть у вас тоже все получится, если захотите сделать себе аквариум без проблем. Смотрите, все прозрачное, ни пузырьков нету, ничего, видите? Ну и так по всему периметру. Ну давайте еще вот здесь посмотрим. Вот, смотрите. Полностью прозрачный шов, нету пузырьков. Вообще он светится. Ну все, а завтра он постоит сутки. Мы завтра сюда в это отверстие вставим фитинги. И все, аквариум дня 2 постоит, и мы его будем ставить на стеллаж. Итак, друзья, для вас прошла секунда, для меня сутки. Вечер следующего дня. Итак, мы поснимали уже все крестовинки. И сейчас клеим выходное, ну, для слива воды, муфточки. Здесь все тоже обезжирили, муфточки тоже обезжиренные. Берем силикон и наносим вот здесь. Обильно наносим, все, что лишнее вылезет, мы его потом уберем. Во. А может и не уберем, может оно нам и нормально будет. Ну все, вот намазали, видите. И теперь сюда аккуратно приставляем. Плотненько все, силикон расходится.
Смотрим, чтобы здесь ровно стояла вот это вот этот патрубок. Все. Эта штука на силиконе стоит, держится. Можно немножко подобрать, конечно. Сейчас мы, наверное, подберем немного силикона. Попырскаем вот этой вот штукой. Хотя он нам здесь не мешает, пускай будет. Не будем мы его трогать. Вот, теперь берем вторую. Вторую мы будем накручивать. Поэтому здесь момент такой интересный. Вот сюда немного. С этой стороны, там где отверстие у нас было просверлено, в этот шовчик заделываем. Ну, потому что все-таки это вода. Будет она там выступать, не будет, не знаю. Но мы перестрахуемся. Лучше здесь силикончиком намажем. Отлично. Теперь берем, здесь намазываем. Вот эту вот поверхность намазываем. Достаточно обильно тоже. Потому что мы будем закручивать его. И там будет получаться у нас он не плотно будет прилегать. И поэтому не плотно приставать будет. И поэтому нам надо, чтобы было силикона здесь так нормально насыпано. Он тоже лишний весь уйдет. Посмотрим, какой получится шов. Может, мы его и убирать не будем. Итак, приставляем вот сюда. И начинаем закручивать аккуратно. Вот таким образом мы его оставляем. Вот так вот немножко на бочок. Потому что у нас здесь шланг будет уходить в сторону. И как раз будет все нормально. Вот таким образом сделали мы с вами приспособу для слива воды. Здесь еще будут по двум сторонам сделаны ребра жесткости. Хотя они здесь стекло у нас 6 миллиметров. Хотя они здесь и не нужны на таком объеме. Ну, для покрывного стекла мы их сделаем. Вот таким несложным образом, друзья, клею я аквариумы. Есть еще у меня одно видео на канале. Я обязательно ссылочку прикреплю. Будет ссылочка в описании. И также будет ссылочка в правом углу экрана. Все, до свидания, успехов вам, до встречи на канале Разводня как хобби.